Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Февраль-март 2025 года. Момент перехода между прошлым и будущим. Узнай, к чему все идет. Давайте узнаем, к чему же все идет. И февраль и март– это 2 месяца, когда могут наши измениться планы в зависимости либо от какой-то полученной информации, когда мы можем вообще где-то свою траекторию движения на долгий период пересматривать, цели могут измениться у нас в этот период, обстоятельства на нас будут влиять. Может быть, это будет связано с решением конкретного человека или вашим взаимодействием с ним. Возможно, вы поставите перед собой какую-то новую планку или как новую цель, намерение, и в этом направлении будем двигаться. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема, и порой приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте мы узнаем, какая же карта вам выпадет. У нас сегодня 2 колоды. Первая– это 78 дверей. Метафорические карты. Принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты или каков ключ. И это нам обрисуют карты «Мир внешний». А вторая колода, она обрисует ваш мир внутренний, мир ваших ощущений, как вы воспринимаете всю ту обстановку, которая происходит, или ситуации, которые формируются вокруг вас. Давайте узнаем. И мы с вами достанем 3 карты на февраль, энергии февраля. Планетарные транзиты словно уплотняют. Вот конфигурация разных планет, словно уплотняя пространство, нас подводит к какому-то итогу. И, скорее всего, это может быть ситуация выбора. Опять же, либо с вашими намерениями этот выбор связан, либо с информацией или решением, предложением конкретного человека. Что же для вас, мои дорогие водолеи, на февраль? Какие карты выпадут? Будем реалистами, безусловно. Любой прогноз, расклад, а личная история каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. И энергии марта, тоже 3 карты. К чему все идет? Мы задали такой вопрос. Или момент перехода между прошлым и будущим. У нас сейчас с вами февраль. Вот давайте посмотрим, какие вопросы и в каком ключе они могут решаться, как помощь высших сил. Подумаем о какой-то своей ситуации. Следующая карта. От чего вы откажетесь? Или вам придется это видоизменять, трансформировать? В чем ваша сила? Какие энергии вам помогают? И что будет дальше? Давайте посмотрим февраль. Ну вот точно, вы тут какой-то новый выбор, как перезагрузка. Нулевой аркан, причем старший. Какая-то возможность у вас есть. Вы уже словно, вот как в этой карте, готовы идти куда-то ли налегке даже. Оставить легко прошлое позади. Значит, есть какой-то новый интерес, новая программа, новый план действий. Или, может быть, у кого-то вот новые отношения. Старший аркан не говорит конкретно о какой-то сфере жизни. Это вот элемент новизны. Он может проиграться в любых абсолютно вопросах. Но будьте осмотрительнее. Мы куда-то не должны торопиться. Безусловно, карта показывает о хорошем настроении, о воодушевлении, о даже каком-то, ну, таком, может быть, моменте и эмпатии, и вдохновении. Вот когда хочется чем-то заниматься, или буквально хочется куда-то стремиться, или вы хотите переехать, например, такое по нулевому аркану как раз тоже проигрывается. Может быть, это просто недалекое путешествие, но для вас приятное. Возможно, это отпуск или поездка, может быть, встреча с любимым человеком, если вы на расстоянии. Мы тоже вдохновлены, правда, предстоящей поездкой. Но вот что-то такое, что вам нравится, чем вам хочется и заниматься, и продолжать. Да, тут у кого-то предложение может проиграться, какие-то подарки. По пажу Пентаклей это еще как начало отношений, кстати. И, может быть, это для тех, кто в паре. Вопросы, например, связанные с детьми или ваш ребенок, пусть взрослый даже вам какую-то новость принесет. Может быть, принесет как о своих достижениях.
получил хорошую отметку, или, может быть, учится где-то, уже взрослый, но и второе можно получать, высшее даже образование, или курсы проходить, сертификат какой-то важный, ну, о своих достижениях вам может делиться с вами точнее. Но для кого-то из вас это может быть еще и личная жизнь, как что-то многообещающее. Это на уровне ваших ощущений. Или, может быть, уже состоялись какие-то разговоры, но, тем не менее, Паш нам показан, он еще только стучится в вашу дверь, в дверь вашей судьбы. И у него, посмотрите, такой причудливый предмет за спиной. Он хочет сделать сюрприз. Может быть, и вам кто-то хочет сделать сюрприз. И вот так вот, на первый взгляд, кажутся как два кольца, как какой-то союз. Но если мы так присмотримся повнимательнее, мы видим, что если как развернуть вот этот причудливый узор, то, скорее всего, он будет напоминать как лениската или перевернутая восьмерка. То есть что-то будет продолжено, но на какой срок или когда вы решите какой-то вопрос, вот пока об этом карта нам не говорит. И вполне вероятно, для того, чтобы карта где-то подсказывает, вот ту задумку, водолей, которую вы себе будете планировать или чем вам захочется заниматься, примите во внимание, что вам придется что-то изучать, адаптироваться. И какая-то история, она не может вот в одночасье или как-то одномоментно быть решена. Ну, правда, тут и, может быть, понять, в какие инстанции обратиться. Опять же, у каждого по-своему контекст будет. Или, если это отношения, значит, тут что-то будет продолжено на более длительную дистанцию. Могут быть отношения по части бизнеса, работы, потому что у нас пентакли. Или вы будете продумывать, каким образом я буду зарабатывать из любой точки мира. Или куда я собираюсь переезжать. Такое тоже может быть. Или вас просто заинтересует какое-то новое направление в деятельности. И его вы будете изучать, но и, видимо, где-то согласовывать с теми планами, которые вы имеете на данный период времени. Вот вы посмотрите. Вам нужно точно что-то продумать. Десятка жезлов, о чем нам говорит? Присмотритесь внимательно к этой карте. Человек взрослый толкает в стеклянную дверь. И вроде бы как он зовет на помощь, даже кричит. Все те, которые проходят мимо, они даже на него не смотрят. Единственное, кто смотрит, девочка. И то художник ее изобразил с руками, которые скрещены за спиной. Она не собирается помогать взрослому человеку. И очень странно, что на девочке и на мужчине вот одинаковый шутовской костюм. Но девочка играет, вот как какая-то игра. Никому нет дела до этого взрослого человека, который не может выйти из помещения. А девочке любопытно. И любопытно, она думает, может быть, это он тоже играет, вот как она. Вот будьте внимательны, тут, правда, какой-то вопрос нужно изучить. Здесь так с места в карьер прыгать не стоит. С одной стороны, карта десятка жезлов нам всегда говорит, оставь какую-то рутину или оставь какую-то многозадачность. Вот у тебя есть какое-то сейчас направление, водолей, вот ты туда и максимум усилий потрать. Или проясни для себя какой-то вопрос. Всегда по аркану шут или дурак у нас есть возможность, как изображен на краю обрыва. Ну, как бы соскользнуть. А здесь какой-то должен быть очень четкий расчет. И, скорее всего, то, что вы задумали, нужно решать совершенно альтернативным способом, каким-то другим вариантом, не так, как вы действовали прежде. Потому что, по сути дела, вот как этот человек, он бьется, толкает в эту стеклянную дверь, а девочка, которая наблюдает, стоит и думает, почему взрослый человек толкает от себя эту дверь, пытаясь выйти, хотя стоит потянуть на себя дверь, она открывается в другую сторону, и для него нет ничего невозможного. Вот такой альтернативный вариант у вас к решению вашего вопроса может быть. Что вы можете чувствовать? Я хочу достать сразу 3 карты из мира ваших ощущений. Но план какой-то у вас есть, но он требует новых энергий. Новых энергий решения вопроса. И решение вы все-таки примете. Это правда. По тузу жезлов мы решение принимаем или решаемся на что-то, потому что есть какая-то возможность. И я так вижу, что вы не хотите упустить какую-то возможность, мои дорогие водолеи, и уже готовы приступить, ну или сделать вот эти самые первые шаги. Давайте мы узнаем, а что еще ваши ощущения?
Но вообще это ваша карта, король мечей, поскольку это человек, который стихия воздуха, знак зодиака, да, мы говорим, и вы стихия воздуха, но вам расчет какой-то рационально нужно произвести. Может быть, напрямую уточнить, как работает закон, как создать какой-то или составить, заключить документ, соглашение, контракт. Может быть, у кого-то новая работа, у кого-то документы по части переезда, у каждого по-своему. Карта может еще и говорить десятка жезлов, мы подводим итоги. Мы отказываемся от того, что не перспективно. Какая-то игра должна быть закончена и прояснена окончательно. И вы, возможно, по королю мечей будете обращаться к адвокатам, к юристам, к высоким чиновникам. Кто-то может пойти, к примеру, по аркану нулевому. Если вас что-то беспокоит, нам не говорят о болезни, ни одна карта. Но тем не менее, мы все живые люди. Если есть какое-то недомогание, тогда все карты будут говорить о том, что ты оставь тут какие-то домыслы. Только врач может оценить объективно ваше состояние здоровья. Тогда нужно не додумывать, а идти проходить обследование. Или то, что скажет доктор. Люди в форме, в том числе и врачи, проходят по этой карте. Проходят и люди в погонах, и, как я сказала, люди, которые имеют не просто даже, ну, как должности, да, или высокие какие-то чины, а много рычагов влияния в своих руках. Поэтому для вас какой-то пункт ваших намерений и целей нужно не просто детализировать, а еще и согласовать, может быть, с законом, чтобы не было как расхождение по закону, потому что когда выпадает такое сочетание, а вы уже с чем-то определились, тогда карта будет подсказывать. Если ты уже буквально стартануть куда-то собрался, значит, твое прошлое, оно тоже должно быть словно в баланс приведено. И тебе потом, чтобы ничего не напоминало. Поэтому будьте внимательны. А вообще, я должна сказать, вы в очень рациональных энергиях. Для кого-то хочется, может быть, поехать, чтобы оставить какую-то, как прошлую историю, болевую точку позади. Но боль, она неизбежна. А мучить себя– это уже решение каждого из нас. Поэтому всегда я называю тройку мечей как карта здорового равнодушия. И это карта прошлого. Это не о том, что происходит именно в этом месяце. Хотя я могу допустить. Тот человек, с которым была связана какая-то не очень красивая ситуация. Может быть, у кого-то предательство. Или вас подвел человек. Может быть, с ним придется встретиться. Может быть, для того, чтобы согласовать какие-то вопросы. Такое тоже вполне вероятно. Может быть, это вы где-то кому-то не доверяете. Но я должна сказать, что если выпадает король мечей, скорее всего, вы очень здраво видите какую-то ситуацию. Вы не хотите найти еще раз какие-то грабли. Значит, все ваши стратегия, тактика или действия будут направлены как раз на то, чтобы укрепить свое положение и осуществить, ну, в каком-то блестящем эквиваленте тот проект, который вы задумали. То есть, если мы говорим, правда, тут как будущее уже складывается для вас не просто на пороге, а уже есть какая-то конкретика. А вот как это переложить на ваши шаги, вы будете думать. Но возможности есть. Что же нам на март? Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Я всегда так называю эту восьмерку пентаклей. Обратите внимание, нам показаны три персонажа. Мастер, который делает тату. Человек молодой, который заказал такое странное тату в виде головы архара на своей спине. И девушка-неформалка, которая наблюдает за этой работой через стеклянную дверь. О чем нам хочет сказать карта? Помимо всего того, что это хорошая карта, одна из лучших на работу, на получение денег, как и на построение карьеры, на продумывание каких-то новых стратегий, тактик, как и по работе, так и по деньгам. Но вот эту фразу я сказала: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Самая, наверное, ключевая персона– это мастер. Мы можем много думать, почему или что заставило молодого человека делать такое странное тату. Но можем также задаваться вопросом, почему мастер сделал прозрачную дверь. Но что хочет передать карта? Мастеру все равно. Он выполняет свою работу.
так и вы поставили перед собой цель. Вы должны к ней идти. И неважно, что думает ваш клиент, или что его побудило прийти к вам, к примеру, да, или что думают люди, которые вокруг вас. Вот буквально так. Вам нужно на чем-то на своем сосредоточиться. И десятка жезлов. Вот это как момент перехода вам между прошлым и будущим. Скинуть вот все иллюзии, действовать как-то по-другому, иными словами, потянуть на себя эту дверь и выйти из этого замкнутого пространства, завершить какую-то прежнюю ситуацию и быть готовым к тому, ну, где-то, что не все могут одобрять ваши проекты или не всем они могут нравиться, но если вы видите продолжение или видите в чем-то перспективы, тогда карта говорит «продолжай». Что же вторая карта? Да, для кого-то это будет карта Император. Как продолжение каких-то важных согласований. Кстати, по аркану Император это больше огня. Где-то энергии напоминают короля мечей. То есть есть в чем-то и уверенность, безусловно. Может быть и самоуверенность проходит и по аркану Император. Есть два мнения, мое и неправильное. Но мы отойдем от этой политики. Мудрый Император, он поставил перед собой цель. Но он понимает, есть два момента или два фактора, на которых он не влияет. Людское мнение раз и обстоятельства, в которых мы находимся. И поэтому, чтобы достичь своей цели, он готов корректировать мелкие планы. Вот и мелкие планы даже нужно корректировать, потому что мы, может быть, где-то не можем положиться на 100% на людей, они могут изменить свое мнение. Принять во внимание, что обстоятельства тоже будут меняться, и нам нужно быть в некоторых вопросах гибче. Но для кого-то из вас вы действительно меняете статус или идете по направлению к этому. И эта смена статуса может приходить через работу, через какие-то согласования, очень важные подписания документов. Здесь, правда, какие-то персоны важные у вас будут как и в феврале, так и в марте. Но у кого-то это может проиграться и по личной жизни тоже. Но возможностей у вас более чем достаточно. Но настойчивость, терпение и, правда, карта победителя. Шестерка пентаклей в этой колоде. Получение денег, получение помощи. Здесь буквально нам подарки. Ну и шестерка пентаклей еще говорит, если тебе кто-то просит деньги в долг. Вот шестерка пентаклей не предполагает, что мы кому-то одолжаем деньги. Но если вам такая помощь нужна, тогда в вашем окружении такой человек есть. Будьте внимательны к деньгам. Хотя и 6, и 8 одни из лучших карт на деньги на работу. И еще и в середине Император. Вы действительно тут можете, как и документы подписать, решить какой-то очень сложный даже вопрос, у кого такой имеется по части финансов. Или разработать совершенно какую-то новую концепцию, ну, построения или вашего бизнеса, или, может быть, вашего творчества, или зарабатывания денег. И денежный эквивалент, он тоже будет увеличиться. Давайте посмотрим, как вы через ощущения можете воспринимать март. Вот правда, какая-то история продолжается. С чем-то вы тут... Что вы задумали, мои дорогие водолеи? Посмотрите, как выпадает. Какая-то ваша идея, цель, намерение будет продолжаться, причем так уверенно, надежно, еще и на март. Но помним, шут наш на краю обрыва. Под ноги смотреть нужно. Мы не можем замечтаться. Ваша сила в том, когда вы все контролируете. Какие могут быть еще энергии? Прощание с прошлым. Опять же, десятка жезлов. Что-то заканчивается. И шут идет вперед. Обратите внимание, как раз за спиной выпадает 13-й старший аркан. И это трансформация. Трансформация вас самих. И по аркану 13-му, я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть. Это то, когда мы... Представьте, что вы садите зернышко в землю. И внутри этого зернышка есть маленький росточек. И его задача пробраться сквозь темную землю к солнцу. И первое, что происходит, рушится вот этот панцирь, оболочка. Это и есть как раз прообраз 13-го старшего аркана. То, что прежде для нас было вот этим панцирем или защитой, неизбежно должно разрушиться. Иначе росток никак не выйдет из этого ограничения. И в последующем этому ростку еще придется пройти через эту темную землю, прежде чем он поверхности земли достигнет
и уже увидеть солнце. Поэтому какой-то путь вы тут задумали, и вы готовы очень решительно куда-то либо отправиться, либо какое-то дело продолжать. Но это два старших аркана. Вы это чувствуете где-то. И карты, посмотрите, перекликаются несколько, потому что и император выпадает, и опять же нулевой аркан выпадает в той колоде, которая идет на внешнюю обстоятельства, на ваши внешние события, на вашу жизнь, в которой вот вы находитесь сейчас. И здесь, правда, что-то вроде как и продолжать-то нужно, не отказаться от чего-то. Что же еще ваши ощущения? Еще раз нам про деньги говорят, девятка пентаклей. И обратите внимание, очень бледное лицо. Как-то, видимо, пересекаются рациональные дела или ваши задумки, планы, еще и с делами финансовыми. У кого-то подвести, в баланс привести финансовую, может быть, отчетность, может быть, и денежные какие-то ситуации, может быть, у кого-то проплаты кредитов, ипотеки. Тут у каждого по-своему будет. Или это будет стратегия и тактика какая-то по финансам. И я могу тогда сказать, здесь для кого-то из вас очень доброе финансовое благополучие, ну, как на кону стоит, новое качество жизни. И действительно, тут что-то нужно продолжать. Момент перехода между прошлым и будущим. Ну вот кто-то из вас может столкнуться с такой ситуацией, когда вам нужно быть в каком-то месте. Или, может быть, вы будете что-то согласовывать, узнавать. Обратите внимание, человек, который нам изображен на карте, выглядит или хочет казаться, что он плохо видит. Но если мы посмотрим вот таким беспристрастным взглядом, мы обратим внимание, что человек очень хорошо сложен. И часто у людей, которые плохо видят, которые как раз вот этой тростью пользуются, у них даже вынужденное положение тела. А здесь человек нет с хорошим торсом. И если вот эту палку убрать, будет казаться, что человек просто в темных очках прогуливается мимо. И надо сказать, палка его не направлена в сторону дверей. Как будто он всем своим видом, ему нужно зачем-то здесь быть. Или ему нужно для чего-то пройти мимо этой двери. Может быть, для того, чтобы он потом кому-то сказал, да, я здесь был, я все знаю. Может быть, ему нужно что-то обдумать или разузнать, что происходит в этой местности или в конкретном месте, может быть, возле этой двери. Вам нужно привести мысли в порядок. Или, словно превратившись в невидимку, я аллегорически, конечно, говорю, но вот так вот незаметно, где-то находиться в тени, куда-то не торопиться. Вам нужно что-то продумывать. И мы об этом с вами говорили на февраль. А на кону, посмотрите, десятка пентаклей, карта благополучия, карта семьи, карта денег, карта новых возможностей. Может быть, у кого-то и переезд, согласование по недвижимости. Может быть, купля-продажа, то есть продажа и потом покупка недвижимости. У каждого по-своему. Или построение семьи, построение отношений, потому что рядом король кубков. Я должна сказать, что, наверное, отношения и деньги – два основных направления – февраль и март. И что-то вам нужно привести в баланс, потому что по королю кубков это единственный персонаж в колоде, который как раз умело взаимодействует с этими энергиями. И финансы, и личная жизнь. И никогда не путает в вопросах денег или документы, все то, что связано с какой-то рациональностью. Он очень хладнокровен, но как раз в тех вопросах любви, с близкими он проявляет эмоции. Но он не смешивает все в одной корзине, а он как-то очень рационально к этому подходит. Это как совет сразу карта дает. Но на кону десятка пентаклей, тут какая-то есть возможность. Но вам нужно это обдумать. Может быть, куда-то и отправиться, и разузнать что-то, дополнительные сведения получить, чтобы какая-то тройка мечей у вас не повторилась, мои дорогие. Поэтому вот такие рационально-холодные энергии, они вам помогают. Мы все же не должны оступиться. И искусство мелких шагов по 13-му аркану, карта трансформации, тоже предполагается. Что вы будете переделывать или от чего вы откажетесь.
Ну, здесь у каждого по-своему. Опять же, еще одна 6, еще одна победа. У кого-то это может быть, как человек возвращается из прошлого. Такое, все же эта карта часто нам говорит о какой-то ностальгии. Может быть, вы случайно встретите этого человека, или он случайно объявится в ваших мессенджерах. Может быть, вы прежде переписывались, были знакомы. По какой-то причине эта связь, контакты прекратились, и вот эти люди обратно возвращаются в нашу жизнь. Вот такое может быть. И с учетом, кстати, директного Урана, ваша планета-управитель, который находится уже в прямом, вот как раз директном движении в знаке зодиака Телец. Это вопросы недвижимости, денег и личной жизни. И у вас здесь может быть такой момент, когда человек возвращается, и это словно нам по судьбе. По судьбе это не значит, что мы сразу идем под венец. Это значит какое-то взаимодействие с ним, но на определенный период времени может быть продолжено. Может быть, это будет дружба или какие-то контакты, какая-то взаимопомощь, я это тоже могу предположить. Но вы как помогаете ему, а он помогает вам. По этой карте для людей семейных, для тех, кто в паре, уже в надежных отношениях, это вопросы вашей семьи. Вопросы, может быть, и детей, и внуков. Может быть, приезд человека к вам по нулевому аркану. Или как бы вы где-то будете готовиться к нему поехать. Вот такое тоже могу. Встреча сама по себе. И радость, взаимопонимание. Может быть, и больше контактов с детьми, с внуками будет. И вы где-то это будете, ну, как, все будет зависеть от того, у каждого какая-то своя ситуация. Но вы это будете либо видоизменять, либо это будет связано с каким-то далеким перемещением. Но, может быть, конечно, еще и как карта ностальгии для кого-то из вас, когда вы думали о каком-то человеке, и вы захотите ему написать, может быть, захотите встретиться, изменить какую-то паузу, потому что пауза иногда тоже проходит по этой карте, чтобы быть вместе. Но тогда видоизменять или быть готовым к каким-то неожиданностям вам тоже стоит. Здесь самому себе не навредить, ну где-то, может быть, и не сглупить. Вот такой момент, он тоже присутствует. В чем ваша сильная энергия? По рыцарю жезлов это скорость, раз, и быть готовым к неожиданностям. Рыцарь жезлов, ему любой драйв, лишь бы не стоячее болото. И в этом где-то ваша сила. Сила будет еще и в том, что быстро откликаться. К примеру, у вас может проиграться, как и в феврале, так и в марте, удобный случай, когда, не теряя времени даром, решиться на что-то нужно. И в этом тоже ваша сила. Как и в решимости, но так и в скорости. Скорость это не значит, что мы опрометчиво поступаем. Нет, мысли нужно приводить в порядок. И где-то быть, может быть, иногда словно за кулисами, в полутени, прежде чем вы начнете какие-то действия осуществлять, вам действительно нужно что-то детализировать, чтобы, ну, самому себе не помешать или не навредить, но и в то же время не отложить что-то на потом, в этом тоже ваша сила. Но вот этот баланс, проведите тонкий нюанс, чего это касается. И что же будет дальше? А у кого-то будет встреча с вашими родственниками, с вашими детьми, с вашим любимым человеком, какое-то предложение. Знаете, предложение может быть неожиданным. Вы можете представлять себе в одном свете какую-то, ну, как желание, ваше намерение или цель, но вот именно эта карта нам показывает, обратите внимание, вход в грот. Нет закрытых дверей, кстати, нигде. Перед вами все двери открыты. Ну, наверное, вот это единственное закрытое, так и то нам карта говорит, что это ты сам как будто туда приходишь, чтобы прояснить какую-то обстановку. А по рыцарю кубков нам вход в грот словно водопад из холодной воды. Леденящий какой-то душ мы можем испытать, прежде чем мы в этот грот войдем. Поэтому какие-то новости могут быть по части личной жизни. Может быть, это ваше согласование, все зависит, точнее, от того, что вы себе надумали. Либо это переезд, либо это продажа и купля недвижимости, либо встреча с конкретным человеком. Но будьте готовы, правда, к неожиданностям. Но я так и вижу, рыцарь, много поездок, много перемещений, каких-то согласований, может быть и встреч, планов на будущее. Но карты говорят, просчитывай, искусство мелких шагов.
Может быть, вот в этом вихре перемен вам помогает разобраться. Но еще одновременно по части заработков тут тоже очень положительные энергии. Но и по части денег-то тоже не поторопиться будет важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи. Буду благодарна вашим комментариям. Что-то тут у вас такое интересное. Мне просто любопытно. И я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.